Ну чё, привет всем любителям донатных помоек. Сейчас будет гайд на Асуру с 85 до 100 уровня. Примерно год вы будете играть этот тайминг. В общем, сет по базе собираем на крит, игнор. Эмблемы. В первую очередь мы пытаемся найти усиленный снизошедший Асура. Самая важная билка на эмблемах. Позволяет нам спамить просто ПКД без пробелов. Затем пытаемся найти снизошедший Асура и урон боссу. Карты собираем. Если есть возможность, нефрит, Стивен, Милая, Фардис. Если нет возможности взять нефрит, то Весна, Стивен, Милая, Фардис. Если у вас нет возможности взять даже Милую, она стоит 2000 с копейками, спирали в генков, то лучше вам вообще не играть в эту игру на ДД. Но если вы серьезно настроенный чел и готовы к тому, что вас будут стропонить, Гадгил — это ваш выбор. Он поможет смягчить эту боль за счет упорства, которое он дает, а также поможет вам стропонить других за счет игнора защиты и уренекс. Дальше. В шапку. Берем любые карты, в принципе, которые у вас есть. Если вы не кит, у вас выбора особо не будет. Разве что в генках можете взять Кровекрыло, хорошая карта, играется долго. Талисман берете тоже, что у вас есть. Если вы кит, то Вальку обязательно возьмите. Пуху берем обязательно Декстер, Ягодка, Сирена. Это просто на атаку, в целом похуй. Перчатки. Олли берем ради упорства. Это на атаку, это атака плюс упорство. Это юзаем для навыка. Если на урон, юзаем либо фиолетового оборотня на атаку, либо если у вас есть Ясу, юзаем Ясу, потому что карта работает не только в Глори, дает 20% урона, что очень много, но также может откиснуть она вам тоже, поэтому если вы получаете много урона, то лучше не юзайте Ясу, иначе быстро окажетесь в таверне. В целом, помните, что в этой игре самая сильная карта — это банковская. Она дифнет любую из этих карт без шансов. Дальше переходим навыки. Навыки по дефолту: инвиз, удар тени, снизошедший Асура и лужа. Руны. Берем руны лес, земля, солнце. Лес ловим крит урон, принуждение, сила леса. Землю ловим шанс крита, пролом, сила земли. Конкретно на снизошедшем Асуре сила земли — это супер приоритет. Если у вас есть максимально большим количеством силы земли, то можете брать вне зависимости от того, какие у вас остальные статы. Потому что основной навык для спама, для дамага. Ну и солнце берем URNX, неизгибаемость, сила солнца. Сила солнца, конечно, на многих навыках бесполезная. Но самое главное здесь URNX. Скакуны. Тут особо нечего рассказывать, разве что по медалям. Берем акулу обязательно. Она также может собираться free-to-play. Если вы хоть немного донатите, обязательно соберите голдового Кирина. Очень топовая медаль, поможет вам. Также, если донатите РД пропуск Кентавра, соберите, потому что дает очень мощный щит, когда вас снимают с дракона. За счет этого щита вас обычно не шотнут сразу же, и у вас будет время там пересесть на робота, рестайтнуть маунта и так далее. Короче, поможет вам прожить еще. Орел. Фиолетового берете и не парьтесь, в принципе. Голдовый не то чтобы сильно лучше, чем фиолетовый, но если вы прям лютые киты, вам некуда девать свои деньги и фэнси хард, то можете собрать голдового орла. По роботу детали. Самое главное, берите те детали, на которых есть стат снижения урона всаднику. Стат невероятно топовый, снижает урон и в PvP, и в PvE. Плюс он сломанный, снижает даже больше, чем написано. Берете обязательно, приоритете все детали, которые дают этот стат. Если вы PvE фокусите, то возьмите блестящий щит, потому что это, по сути, единственная деталь, которая дает хоть какой-то DPS-ный стат. Тут уже просто для PvP детали, без снижения урона всаднику, без крит урона. Просто уже что найдете, то берете. В целом пофиг. Стражи. Начиная с прошлой годовщины, можно собирать Катаджао и Астрею фри-то-плей на годовщинах, поэтому обязательно собирайте себе Катаджао и Астрею. Самые топовые стражи для фри-то-плей, для дельфинов. Лучше вы не найдете. Дают атаку, Коджао еще навык довольно хороший дает. Я пока еще не дособрал. Мне надо будет на следующей годовщине дособирать. За раз вы сможете только 10 осколков там взять. То есть надо будет минимум 2 годовщины, чтобы собрать этих стражей. Юзать будете Катаджао. Если ни у кого в пати Минервы нету, то тоже хороший страж, потому что дает дебаф на 25% урона. Действует он, если что, для всей команды. То есть, например, если у вас хил юзает Минерву, и ее Минерва дает дебаф, то вы всей командой будете бить больше на 25%. Поэтому тоже неплохой страж. Можете задуматься собрать его на вердикте. Жемчужины.
Собираете обязательно нифы, максите в первую очередь. Если у вас есть Аматерасу, если нету, то в принципе либо синюю можно просто взять на хп, либо Маргарет. В целом пофиг. Тут берете котов, берете скелетов, тут просто берете на атаку. Синие требуют мало ресурсов, дают неплохо атаки. Норм варик. В третьей вкладке обязательно не топорей. Очень полезная жемка, позволяет вам ресетить маунта, когда вас скидывает, можете там заново пересаживаться потом на него и так далее. Нарита, потому что, во-первых, дает атаку, во-вторых, для ПВП полезный навык. Тут берете посочнее для атаки, это для защиты. Звездная тропа. Первая тропа сначала стрела на урон босса, потом рыба на урон казни, потом змееносец на урон по целям с дебафами. Потом, если у вас открыт гризли, то гризли на 4% урона, до красного не надо, смысла почти не даст. Потом павлины на урон целям с высоким АЗ. Во второй вкладке сначала качаете до фиолетовых лебедя и енота, для того, чтобы открыть вот эти навыки. Потом качаете льва до 4% урона. Потом максите енота до красного. Потом максите лебедя до красного. В этой вкладке сначала просто открываете все по очереди, потом максите крысу до 105, потом будет еще вот это очень классное и вот это вот. Два созвездия. Так, ну и в целом по поводу капов. На таких уровнях что вам нужно иметь обязательно? Это 70% игнора. 70% почему? Потому что 30% у вас игнорит зашедшая Асура. И бежа у вас тоже игнорит. То у меня лично уже 60% она игнорит. У кого-то чуть поменьше, но точно больше 30% на таких уровнях. И шанс крита обязательно 120% нужно иметь. Вообще по-любому, потому что 25% вы получаете с пробуды, 5% после автоатаки и 30% после инвиза, получается 60, и 120 плюс 60 получается 180. А 180 вам нужно для того, чтобы ваша бежа наносила свой максимальный урон. Поэтому 120% крита это прям база. Дальше он вам тоже понадобится, так как у боссов появились крит-резисты уже, например там АПА 8 и так далее. То есть лишним не будет, но это уже будет не настолько важно, как 120%. Но если вас интересует подробный гайд по конкретному моменту, там допустим, почему, например, эти карты лучше, а не какие-то другие, то пишите об этом в комментариях, если увижу активность, то сделаем.